Привет, друзья! Сейчас вечерний обзор новостей Европы. В Германии запустили новый цифровой портал для общения граждан с властью. Канцлер Фридрих Мерц говорит о реальных связях общества и государства, а в Европейском Союзе уже отреагировали на эту инициативу. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверяет, что Германия делает шаг к более прозрачной демократии, но интрига в том, как быстро этот инструмент начнет работать для граждан и какие решения он реально сможет менять. А дальше появляется заметный сигнал, который вызывает беспокойство в экономике Германии. Количество корпоративных банкротств при Фридрихе Мерце поднимается до максимума за десятилетие. Малый и средний бизнес говорит о давлении затрат и кредитов. Канцлер Мерц пообещал быстрые меры поддержки, но все же остается вопрос, а смогут ли поздние меры замедлить текущий рост числа закрытий. И это еще не все. Неожиданно участие экс-канцлера Ангелы Меркель в текущей политической дискуссии. Бывший канцлер критично оценила работу правительства Фридриха Мерца и намекнула на нехватку решительности. Берлин сегодня обсуждает ее слова весь день, а оппозиция использует момент, чтобы усилить свое давление на кабинет Мерца. И на международном уровне поднялась новая дискуссия после решения властей США. Президент Дональд Трамп представил обновление в миграционной стратегии. Теперь для проведения принудительного выезда людей закупается собственный авиапарк. Невероятно! 6 Boeing 737 станут основой новой системы. Но такой шаг стал предметом обсуждения и в Соединенных Штатах Америки, и в ЕС. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, федеральное правительство Германии запускает новый цифровой портал, через который граждане смогут напрямую отправить свое мнение о законах и решениях власти. Это попытка сделать политику более открытой и слышать людей еще до того, как принимаются ключевые решения. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что стране нужна реальная связь между обществом и властью, а не формальная консультация. Новый портал станет инструментом, где любой житель Германии с электронным идентификатором сможет оставить предложение, указать на проблему или оценить проект закона. Все общения обещают систематически анализировать, а общий отчет будут размещать публично. На уровне Европейского Союза запуск платформы приветствовали. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Германия движется в сторону современной прозрачной демократии, и подчеркнула, что Брюссель поддерживает цифровые инициативы, которые укрепляют участие граждан. Германия догоняет европейских лидеров по цифровой коммуникации, но если платформа заработает эффективно, она может стать одним из самых сильных инструментов гражданского влияния на политику в ЕС. Следующая новость одна из самых важных для Германии. В Германии растет число банкротств компаний, и это вызывает серьезные тревоги в экономике. Новые данные показывают, что за последний год количество фирм, заявивших о финансовых трудностях, достигло самого высокого уровня за последние 10 лет. Эксперты отмечают, сейчас многие предприятия, особенно в секторе малого и среднего бизнеса, оказываются под давлением из-за высоких затрат на энергию, роста процентных ставок и сложностей с доступом к кредитам. Эти факторы делают ведение бизнеса все более затратными и рискованными. В результате в 2025 году количество корпоративных банкротств в Германии заметно увеличилось, и этот рост отражает не только временные трудности, но и структурные проблемы в экономике. Многие предприниматели, которые раньше могли выдерживать удары, сегодня нередко прекращают работу своих компаний или обращаются за финансовой поддержкой. Канцлер Фридрих Мерц уже прокомментировал эту ситуацию. Правительство Германии внимательно следит и анализирует развитие событий и намерено принять меры поддержки, чтобы стабилизировать рынок. В числе возможных шагов обсуждаются льготы для малого бизнеса, облегчение доступа к финансированию в банках и программы по снижению затрат на инновации и цифровизацию. При этом ситуация в Германии привлекает внимание и за пределами страны, так как уровень корпоративных банкротств сейчас один из ключевых индикаторов экономического здоровья, и европейские партнеры внимательно следят за этими тенденциями. Такой высокий уровень закрытия фирм может стать темой для координации действий в рамках всего Европейского Союза для всех стран-членов. Эксперты отмечают, что если рост числа финансовых затруднений не замедлится, это может снизить деловую активность и повлиять на рынок труда и ослабить экономический рост не только Германии, но и ЕС.
Поэтому правительство Мерса должно принять срочные меры, чтобы поддержать предпринимателей и сохранить рабочие места. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель неожиданно вмешалась в текущую политику и довольно строго оценила работу нынешнего правительства Фридриха Мерца. Она заявила, что решения в Берлине все чаще тонут в бесконечных обсуждениях коалиции и что вместо быстрого реагирования на кризисы страна получает политические споры и задержки. Меркель даже сказала, цитата, «В такие моменты радуешься, что в парламенте есть такие люди, как Бербель Бас», тем самым намекнув, что нынешним руководителям не хватает собранности и ответственности. На ее слова сразу отреагировал и канцлер Германии Фридрих Мерц. Он подчеркнул, что уважает Меркель, но считает, что коалиционный механизм – это не слабость, а необходимость. По его словам, сложные времена требуют обсуждения всех абсолютно позиций, даже если это замедляет процесс. В Берлине заявление Меркель привлекло повышенное внимание, представители правительства попытались сгладить эту критику, а оппозиция, наоборот, схватила ее слова как доказательство того, что кабинет Фридриха Мерца должен двигаться быстрее и решительнее. Политические обозреватели отмечают, что подобные заявления экс-канцлера отражают повышенную активность политической дискуссии в Германии, и главное, ее слова снова напоминают, что влияние Меркель никуда не исчезло, и любой ее комментарий моментально меняет тон дискуссии в Берлине. А дальше еще есть важная новость. Правительство Соединенных Штатов Америки решило существенно изменить подход к проведению масштабного принудительного выезда людей без официального статуса и закупать свой собственный авиапарк. По новому договору Министерство внутренней безопасности США приобретает 6 самолетов Boeing 737, которые будут использоваться для рейса по возвращению людей, находящихся в стране без официального разрешения на пребывание. Такое решение стало возможным после выделения дополнительных бюджетных средств на иммиграционную политику. До сих пор, напомню, депортации чаще выполнялись с помощью арендованных самолетов и чартерных рейсов, но теперь у властей будет собственный флот, который, по их оценкам, поможет повысить эффективность и снизить зависимость от сторонних услуг. Власти утверждают, что эксплуатация собственного парка может со временем сэкономить средства налогоплательщиков. Такое решение – это часть более широкой стратегии по ужесточению миграционного контроля, которую продвигает президент Дональд Трамп. После его возвращения в Белый дом число случаев принудительного выезда увеличилось, и власти поставили цель повысить логистические возможности для организованного возвращения людей, которые находятся в стране без официального статуса. Критики же отмечают, что содержание собственного флота является затратной инициативой, поскольку на обслуживание экипажа и соблюдение авиационных стандартов будут уходить дополнительные ресурсы. Однако сторонники политики считают, что это шаг к более эффективной реализации поставленных задач в сфере миграции и безопасности. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.